Здравствуйте, меня зовут Олег, и мы занимаемся промышленным альпинизмом. Очень часто на интернет-просторах можно встретить ролики, где какие-то профессионалы обозревают фрагменты из фильмов. Например, профессиональный снайпер обозревает какой-нибудь боевик. Мы решили сделать также профессиональный обзор самых популярных фильмов, где есть наша сфера, а именно промышленный альпинизм. Смотрите и не переключайтесь. Итак, наша первая локация и первый фильм, который мы будем обозревать, это популярный фильм «Механик 2» со Стэтхэмом. В этом фильме главный герой лезет на френдах по высокому зданию, небоскребу, где устанавливает что-то вроде как бомбы, естественно, с помощью присосок, и потом спускается вниз. Нам интересно проверить, насколько это возможно и реально сделать. Мы будем делать что-то похожее. Оригинал фильма снимался в Market Square Tower. Оно очень сильно отличается от того здания, которое есть на ролике. Во-первых, ригельным остеклением. То ригельное остекление, которое используется на здании, очень сильно отличается от того, которое есть в фильме. Есть подозрение, что его просто нарисовали. Физически невозможно вставить френд в то здание, которое есть на ролике, в то остекление, потому что оно попросту не существует. Но, соответственно, миссию выполнять нам как-то надо, и мы это все сделаем, но только на присосках. Поднимемся наверх, установим вроде как бомбочку и спустимся вниз. И проверим, насколько это возможно сделать. Стэтхэм лазит на присосках с ручной подкачкой. Мы такие видели на стройрынке, и, честно скажу, лезть на небоскреб с ними очень небезопасно. Может быть момент, когда автоподкачка ослабнет, и Стэтхэм просто не увидит или не успеет ее подкачать, и будет большой бабах. Для нашей миссии мы не могли позволить себе такие же присоски, как у Стэтхэма, и поэтому взяли нормальное оборудование. Алексей, расскажи, пожалуйста, в двух словах про эти присоски. Где вы их сделали, для каких они целей, сколько они держат? Держат они порядка 110 килограмм. Делали мы их для нашей команды, потому что у нас была нехватка хороших присосок, и мы обратились в компанию Vacuumcraft для того, чтобы они нам сделали именно аккумуляторную присоску, и именно с аккумулятором Milwaukee, так как у нас вся команда сидит на Milwaukee. У нас куча разных аккумуляторов. Вот это самый маленький аккумулятор, и чтобы вес присоски был минимальный. В компании мы предоставили только аккумулятор и сам переходник, вот, и дальше рассказали некие свои пожелания и какие нагрузки мы хотим использовать. Вот, и они совместно с нами разработали вот такую вот замечательную присоску. Респект большой ребятам. Немногие действительно альпинисты заморачиваются настолько, чтобы под их требования не изготавливали действительно какое-то уникальное оборудование, инструмент. Просто посмотрите их в действии. И больше не надо, как Стэтхэм, нажимать кнопочку. Прилипло, и все. Соответственно, снимается так же просто. В фильме Стэтхэм где-то пролез 2-3 этажа. Мы тоже где-то пролезем 2-3 этажа. Установим шуруповертом, как он, мини-бомбу. И спустимся обратно. Что берет с собой Стэтхэм? Он берет с собой шуруповерт, очки, техника безопасности превыше всего, рюкзачок, такого, как у Стэтхэма, просто не нашлось, взяли обычный, и товарища, чтобы не было скучно. Для страховки, да. Итак, как вообще все это будет выглядеть? У нас есть присоски. Тут у нас будет педалька, с помощью которой мы поднимаемся. В эту часть веревки мы крепим спусковое устройство, а это страхуемся. Стэтхэм, а я у мамы один. И поехали. Да, на всякий случай, мы честно это делаем впервые, в первый раз, поэтому прошу сильно нас не троллить.
Кстати, я, по-моему, его слишком высоко перецепил, что не очень удобно. Точно, да, нормально? Окей. Самое прикольное, что надо еще чуть-чуть вытравить, что не очень удобно. Ой. Ну, вообще, тут, видишь, на эту всю тему достаточно много сил тратится, потому что присоски сами по себе как бы достаточно тяжелые. То есть, ну, прости меня, ТБ. Так. Неплохо. На самом деле это все можно сделать достаточно быстро. Так. Ну, в целом, я бы сказал, что это более чем реально. Диван тут крутится. Вообще, на месте Стэтхэма я тупо оставил бы присоску висеть и к ней тупо прилепил бы бомбу. Чтобы вообще не париться. Я думаю, миссия механик выполнена, но мы еще не заложили бомбу. Надеюсь, там не бывший ФСБшник сидит. Итак, очечки, шуруповертик, сверлим отверстие. Что-то получилось. Тяжело быть Стэтхэмом, да? Непросто. Мы пролезли на присосках где-то до уровня 3-4 этажа, как Стэтхэм. Мы шуруповертом закрутили бомбу и спустились вниз. Если в двух словах, это главная техника. То есть вот в альпинизме, в промышленном альпинизме, при работе с веревкой, если у тебя есть техника, достаточно средних физических возможностей. Если техники нет, то ты потеешь там, где у профессионалов никаких усилий не требуется. Что касается присосок, лезть вообще физически не тяжело. Единственный минус у присосок есть то, что их вес. То есть, ну, каждая штука весит где-то 3-4 килограмма. То есть, получается, ты должен все время ее поднимать на вытянутой руке, ну и сколько там секунд удерживать. Так, я думаю, среднему физическому человеку в течение полудня наверх доползти вполне реально. Если бы кнопочка сброса была где-то под рукой, то есть там ползешь, там, не знаю, пальцем, нажал, и он сбросил. Ты раз переставил, понимаешь? Но тут то тоже... есть ее можно не отключать, она работает, постоянно качает. Но ты кнопку сбросил, переставил. А здесь получается, что нужна вторая рука. То есть без сброса ты не можешь переключиться. То есть для этих целей она чуть-чуть не подходит. Ну, понимаешь, ее же изготавливали не для Стэтхэма было тех заданий, а для подъема стеклопакетов. Поэтому, конечно, ну, в этом плане их критиковать сложно. Итак, на небоскребы мы пробовали присоски, которые нам любезно предоставила команда Rope Working. Соответственно, мы их прислоняли, и они сами нагнетали воздух и цеплялись, точнее, убирали давление. В этот раз мы решили проверить оригинальные присоски от Стэтхэма. Для этого мы сделали вот такую вот конструкцию. Посмотрим, насколько реально это все было сделать на высоте в районе 100 метров. Да ладно. Давай, отваливайся.
прожекторы не мешают, если тут не есть. Я понял. Засверливаем. Даже, ну, пускай сюда пока. Есть! Все-таки произошло падение. Round 2. Ну, вообще, на самом деле, мне кажется, что там просто из-за того, что, возможно, загнулся чуть-чуть сам лист, это было бы на идеальной бы ровной поверхности, то есть она могла бы и не отклеиться. Стэтхэм потерпел поражение. Нос разбил, ё-моё. У нас есть подозрение, что присоски отстегиваются, потому что сама конструкция, она изгибается, и в тот момент, когда она, получается, идет на изгиб, исчезает вакуум, и присоска отсасывается. Соответственно, чтобы исключить этот фактор, мы решили усилить металлическим профилем данную нашу чудо-конструкцию. И Ваня предложил чудо инженерной мысли, которое мы сейчас попробуем реализовать. Пробуем. Round 3. Ну, кстати, уже вроде как получше, вау. Не, мне кажется, хрень. Тебе больше всех повезло, ты дольше всех продержался. Итак, мы провели эксперимент. К сожалению, присоски эти не работают. Почему не работает? Работает, только не так, как нужно. Ну, падение это результат. Недостаточно безопасно. Понимаешь? Причем надо, перед тем, как ты ползешь по стеклу, нужно тряпочкой с обезжиривателем протер, раз, все, и нормально пошел дальше. Понимаешь, прикол, вот ребята, которые с ропворкинга, их присоски заявлены 110 килограмм, и они держали действительно У них 110 автоматическая килограмм. подкачка. Да, но они их держали 110 килограмм, и в холодную погоду, и даже когда эта конструкция ходила к ходуном. Тут указано 250 килограмм, и они, сколько мы с них раз уже упали? Короче, что ты хочешь сказать Стэтхэму? Стэтхэм, во-первых, тебе повезло, что ты снимался с нормальными людьми, а не с нами. Это было бы больно. Дима, присоски не работают. Мы сделали все, что могли. Понял, 8 слов. понял. Присоски не работают, мы сделали все, что могли. Вань, те эмоции? Нет. Смотрите дальше, не переключайтесь. В фильме «Механик 2» Стэтхэм лезет по фасаду здания на френдах. Мы не нашли такой же фасад, как у Стэтхэма, но мы подобрали похожий. Щель между остеклением у нас выполняет естественный межпанельный шов в стене здания. Что представляет из себя френд, с помощью которого лез Стэтхэм? Тросик в районе 8 мм, на который установлены такие лепестки. Соответственно, когда вставляется френ в щель, лепесточки автоматически загибаются и, расширяясь, не дают френду выскочить наружу. Чтобы вытащить френд, просто достаточно, нажав на эту кнопочку, потянуть за тросики. Получится это или нет, мы сейчас увидим. Леха погнал, восхождение. Леха, ты нифига не Стэтхэм. Улыбнись, тебя снимают. Ну, не 5 этажей. Нужно быть очень Стэтхэмом.
Прям очень Стэтэмом. Стэтхэм после того, как установил бомбу, какое-то время проехал вдоль фасада на френде. И он, упираясь с коленкой, поехал вниз. Реально ли это сделать? Если просто ехать вот так вот в трении в щели, крайне маловероятно, потому что он скорее просто вывалится наружу, чем будет оставаться в трещине. Чем сильнее я давлю, то вот он начинает еще больше там фиксироваться. То есть вот я не даю нагрузку, да, его поднимаю. И вот я его дал нагрузку. Вот он еще сильнее чуть-чуть раздвинулся. Алюминий на алюминий, да? То Я есть понял. Это связка не очень хорошая. Почему он делается мягким? Потому что он будет мягче, чем стена, в которую его вкладывают. Я его установил, и вот он вылетел, да? То есть получается, что френды, если смотреть про разные закладные элементы, являются не самыми надежными из-за своей сложности, но и из-за сложности установки. Что вот развалиться, проще всего это может произойти. С френдами действительно возможно пролезть по трещине в здание, но не на том здании, которое было в фильме. Мы повторили трюки на небоскребе, которые были в кино, и пришли к выводу, что если поменять присоски главного героя на наши, то все получится. На френдах без специальной подготовки наверх не залезть. Ну, а скользить вниз вдоль фасада на френдах не выйдет. Они либо вылетят, либо сломаются. Наш товарищ Алексей увлекся процессом и решил долезть до вершины здания. Давайте вместе полюбуемся красивыми видами, расслабьтесь и получайте удовольствие вместе с нами. Если вам понравился подобный формат видео и вы хотели бы в дальнейшем получать подобные обзоры, то пишите это в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Я думаю, может, хватит. Устал, что ли? Я быстрее. Читер. Лех, до финиша осталось совсем чуть-чуть. Всего 2 этажа? Метра 3. Много. Мама, чем я занимаюсь?